Ваша домашняя солнечная электростанция стала генерировать меньше? На разных стрингах с одинаковым количеством панелей разные токи? Узнать, не повредили ли ваши солнечные панели во время установки? На все эти и много других вопросов может дать ответ тепловизор при тепловизионном обследовании солнечных панелей. А владелец будет теряться нет. Второй момент, который приводит к Я обследовал уже более 100 домашних солнечных электростанций и более 4 мегаватт солнечных панелей различных производителей. Подавляющее большинство проблем очень типично, и я покажу, как вы сможете самостоятельно обнаружить их при помощи тепловизора. Пару слов про оборудование, с помощью которого идет проверка. При тепловизионных обследованиях домашних солнечных электростанций я использую тепловизор FLIR One Pro Gen 3. Он очень компактный. Тепловое разрешение у него 160×120 и является лучшим в серии FLIR для смартфонов. Вторая причина, по которой я его выбрал, это параллельная съемка в обыкновенном и оптическом диапазонах. Это помогает при детальном изучении фотографий в дальнейшем. Да и просто очень удобно. Есть как официальное приложение, которые постоянно развиваются, так и сторонние. Можно получать интересные результаты. Еще немаловажный плюс – это возможность подзарядки от пауэрбанка в процессе работы. Обычно я рассматриваю несколько станций подряд, а встроенного аккумулятора хватает максимум на час. Да и аккумулятор телефона высаживается тоже очень быстро. Экран телефона же постоянно включен. Для домашнего применения, наверное, пойдут и младшие модели, так и модели других производителей. Но лично мне по всем параметрам подходит именно эта модель. Есть удобное и доступное приложение, в котором можно сделать последующую обработку и изучение тепловизионных снимков. Представление снимков в различных вариантах с использованием как теплового, так и совмещенного изображения. Создавать финальные отчеты. Я описал и в текстовой форме типичные проблемы с солнечными панелями и как их видит тепловизор. Ссылка будет в описании. Но тут именно тот вариант, что видео может быть более интересным. Пару слов о правильном применении тепловизора. Лучше всего проводить исследования с помощью тепловизора в солнечный и безоблачный день с минимальным уровнем инсоляции 700 Вт на метр квадратный. В этом случае обычно больно смотреть на солнце. Панели при этом генерируют достаточно для детектирования большинства повреждений. Угол между тепловизором и солнечной панелью должен быть близким к 90 градусов, но не менее 60. При осмотре необходимо избегать отражений от окружающих предметов и зданий, в том числе и самого оператора. Я пару раз сам ложно среагировал на отражение сигареты в солнечной панели. С помощью дронов проводят обследование из передней части солнечных панелей. Но по моему опыту, тепловизионное обследование задней стороны солнечных панелей более точное по сравнению с передней и позволяет дополнительно увидеть проблемы с МС4 коннекторами и диодными коробками. И еще такое замечание, что солнечные панели на крыше могут иметь неравномерный нагрев вследствие тепловой конвекции. Нужно это учитывать. Ну и конечно, нужно предварительно проверить, не падает ли на солнечные панели тень. Она способна давать очень причудливые узоры на тепловизоре, и если на панели хоть в одном месте падает тень, ее нужно полностью исключить из обследования. Переходим к практике. Самая часто встречающаяся проблема – это горячие ячейки. Обычно они свидетельствуют о внутренних повреждениях, которые могла получить панель во время транспортировки, монтажа или эксплуатации. Самый простой случай – это панель упала. Дефекты видно издалека и комментировать особо нечего. Если панель находится в нижнем ряду, очень часто ее могут повредить во время обработки земли. Ошибки монтажа. Панель была просверлена во время монтажа. Тут предположительно перетянут крепеж. Множественные повреждения, полученные во время монтажа или транспортировки, в том числе и ходьбы по панелям.
возрастные проблемы с панелью, затемнения, которые могут привести к повреждению солнечной панели. Это моя битая панель. Она в тестовом режиме все еще работает. Хотите узнать, что с ней будет со временем? Подписывайтесь на канал. Определить потери в генерации с помощью тепловизора от таких повреждений, к сожалению, нельзя. На начальном этапе обычно они небольшие. Гарантия начинается только с градиентов 30 градусов между ячейками панели. Ну и панель должна быть, конечно же, неповрежденной. Второй большой класс проблем – это сгоревшие пробитые диоды. Каждый пробитый диод уменьшает генерацию солнечной панели на 1/3. Помимо этого, он влияет и на весь стринг, подключенный в параллель. С помощью тепловизора находится довольно просто. Можно детектировать также с помощью снятия вольтамперной характеристики стринга. Но в этом случае нахождение конкретной панели может быть не самым простым. Сгоревшие диоды имела приблизительно каждая 7-я станция. Настоятельно рекомендую проверять свои станции по этому поводу. Со временем вероятность появления сгоревших диодов у каждой домашней солнечной электростанции стремительно растет. Это гарантийный случай, так как панель теряет 1/3 своей мощности. Но не факт, что пересылка и прочее себя окупят. Как отремонтировать самостоятельно сгоревший диод, будет уже совсем скоро на канале. Следующий дефект я видел не часто, но бывает. Наблюдается повышенная температура только у части ячейки. Скорее всего, проблема кроется в контактах или дефектах самой ячейки. Падение мощности панели при этом может быть довольно большое, но без снятия вольтамперной характеристики это доказать нельзя. В общем случае нужно замерить показатели солнечной панели на стенде, но можно произвести и сравнительное тестирование. Прибор изготовить довольно просто, но про это тоже в другой раз. Отдельно заслуживают внимания полностью не подключенные панели или стринги. Встречается тоже довольно редко, но я видел и не подключенные стринги тоже. Про одну такую станцию я уже писал обзор, но в видео пока не переделал. Надеюсь, руки дойдут. Из проблем, которые связаны с панелями, но не ячейками, конечно же, горячие диодные коробки. Многие производители закупают готовые диодные коробки, и экономия возможна и тут. Хоть их и заливают компаундом, в отличие от прошлых версий. Со временем нагрузки и тепловые расширения все равно дают о себе знать, и нагрев диодных коробок очень типичен для панелей 5+ лет. Увы, это несет за собой не только нагрев солнечной панели, но и может привести к перегоранию солнечного кабеля. Очень хорошо, если он под своим весом упадет в пустоту, чем разорвет цепь и дугу. Если дело происходит на крыше, возможно возгорание. Дуга постоянного тока очень опасная штука. Но и прикосновение к оборванному кабелю с напряжением тоже не сулит ничего хорошего. Увы, заранее ремонтировать тоже нельзя. Приводит к потере гарантии. Вот такой замкнутый круг. Пару раз видел горячие MC4 коннекторы возле панелей. Но намного чаще видел их возле самих инверторов. Как своих, так и чужих. На всю домашнюю солнечную электростанцию тех коннекторов нужно 10 штук максимум. И это если не хватит идущих в комплекте с инвертором. Не экономьте на этом. Последствия могут быть очень печальными. А еще с помощью тепловизора очень удобно проводить ревизию щитовых как по переменному, так и постоянному току. Тепловизор заранее предупредит о возможных проблемах. Но вы же не забывайте ухаживать за своей домашней солнечной электростанцией, как я уже рассказывал ранее. Самое интересное – это возможность проверки параметров солнечной панели ночью. Ее можно присоединить к источнику лабораторного питания и произвести все тот же осмотр тепловизора. Эффект будет сравним с осмотром в солнечную погоду. Можно заметить повреждения, но на самом деле все намного интереснее. Имея лабораторный блок питания достаточной мощности и старый фотоаппарат, можно довольно просто произвести исследование солнечной панели с помощью электролюминесценции. Она покажет все повреждения намного детальнее. Про то, как лучше это сделать, будет в следующей части про исследование солнечных панелей.
На этом не прощаюсь, впереди еще много интересного. Нравится видео? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так его увидит больше людей. Всего хорошего и до новых встреч.